Здравствуйте! В этом видеогайде я покажу, как использовать Longsword для убийства тролля на карте Goblin Cave. Начнем с того, что потребуется много попыток и, соответственно, много мечей, пока у вас начнет что-то получаться. Дождитесь, пока в продаже будут серые лонгсворды, и закупите столько, сколько позволяют деньги или свободное место. Когда я тренировался, я использовал двух персонажей-файтеров, так как в продаже мечи бывают не всегда. Вот перки, которые я использую. Очень полезны эти два, так как от них будет зависеть скорость вашего репоста. На данный момент существует 3 варианта карты Goblin Cave. Каждую из этих карт можно разделить на 9 частей, локаций. Первый вариант — это старая карта с боссом в центре, вот здесь. Если вы попали сюда, то продвигайтесь в центр карты, не задерживаясь на убийство NPC. Это возможно почти со всех точек респауна. Второй вариант — это карта из High Roll версии Goblin Cave. Здесь также потребуется продвигаться к центру карты, в локацию, которая выглядит вот так. Это займет больше времени, так как игнорировать монстров здесь немного труднее. На нижнем этаже есть 2 спуска к троллю, расположенные диагонально, вот здесь и здесь. И наконец, третий вариант. Как видите, локация осталась прежней, но она переместилась в левый верхний угол, что неудобно, если вы респавнились в противоположном углу. В этом случае я не советую спешить, так как в новых версиях карты на порядок больше монстров, и они не дадут безнаказанно мимо них пробежать. Лучше вместо этого расслабиться и поотрабатывать парирование на NPC или в PvP, а заодно и заработать денег на новые лонгсворды. Ну что же, вот вы добрались к боссу, что дальше? Закрываем за собой дверь. Советую первое время снимать с себя вещи, которые вас замедляют, пока не привыкнете к позиционированию и таймингам. А потом хоть в латах. Существует несколько стратегий для убийства тролля. В зависимости от того, в какую сторону вы кружите вокруг босса, будет различаться его анимация атаки. Сейчас я буду рассматривать ту стратегию, когда вы кружите вправо. В момент, когда вы пересекаете зону агробосса, могут случиться 2 вещи. Первое. Босс подбегает к вам и проводит стандартную атаку. Или же он применяет способность Roar, кричит, налагая дебаф, который вас замедляет, подбегает к вам и наносит удар. Теперь поподробнее. Так выглядит обычная атака. После нее босс может или закончить атаку, или продолжить, взмахнув оружием в обратном направлении. Эта комбинация может повторяться несколько раз или закончиться ударом молотом о землю, который имеет небольшой сплэш. И каждую из перечисленных атак можно парировать. Чтобы парировать первый взмах, нужно придерживаться дистанции, как вы видите сейчас, и смотреть левее тролля. Как и всегда с лонгсвордом, ключ в дистанции. Ее придется прощупывать самостоятельно, немного ближе и ты труп. Дальше и парирование не сработало. На начальном этапе лучше делать один удар и отступать, пока не привыкнете к таймингам. Второй взмах тоже можно парировать, но я обычно этого не делаю. От него необходимо уклониться, достаточно присесть и пропустить удар над головой, продолжая кружить босса вправо. Дальше все может повториться в том же порядке, или же комбинация может завершиться ударом о землю, который также возможно парировать. Отступайте в сторону от босса и на шаг вправо. Поворачивайте камеру на 90 градусов влево, и парирование сработает.
Тут появляется окно для того, чтобы нанести удар в голову, который имеет повышенный урон. После каждой атаки босс будет подходить к вам ближе. Для того, чтобы держать дистанцию было удобней, не используйте клавишу S, так как в этом случае скорость движения снижается. Лучше повернитесь на 90 градусов от босса и идите в сторону без снижения скорости. Если в процессе вашего танца вокруг босса вы отойдете дальше определенного расстояния, также определяется на ощупь, то тролль применит способность Roar. И если вы оказались в радиусе действия и замедлились, он радостно бежит к вам и отправляет таверну. Чтобы этого не произошло, во время крика занимаем позицию примерно на таком расстоянии и следим за ртом тролля. Как только он начинает закрываться, уходим от него в сторону, как я показал ранее. Это нужно для того, чтобы тролль не начал к вам бежать. И так как вы в радиусе атаки, он сразу проводит взмах. На самом деле, так как существуют две вариации этой атаки, высокий и низкий взмах, от нее можно уклониться, присев или перепрыгнув соответственно. Проблема в том, что эти две атаки сложно отличимы друг от друга. Также можно парировать эту атаку, вот в такой позиции. Выглядит круто, но срабатывает примерно в половине случаев для низкого взмаха. Я так и не смог добиться большего. Остается еще две атаки, которые легко отличаются визуально и по звуку. Как только вы услышите такой звук и увидите, как тролль перехватывает молот, разворачивайтесь и бегите от него. После удара о землю быстро возвращайтесь к нему, чтобы избежать крика. Вторая атака. Если вы видите, что тролль начинает качаться и слышите звук, как от трения кожи, подходите к нему вплотную, направляйте камеру вверх и от босса в положении присев. Здесь будет время для двух ударов. Повторяйте все до победы и готовьтесь к сражению в PvP. Дальше будет бой от начала и до конца, без комментариев и музыки. На этом у меня все. Желаю удачи и увидимся в игре.